хотела поделиться своим похудительным результатом. Сейчас скидки на будем резать. Это наш парк возле дома. И нам тут уже пришла посылка. Мы заказали Алехандро. Тук-тук-тук. Блин, это неудобно. Вот мы уже захламили все. Ой, все надо самой делать, понимаете? К нам приехали ребята. Я Настя, она Никита. Польша обалденная страна. Для нее польский звучит типа Кажется, с ребятами мы сошлись на этой теме. В Польше такие классные сладости. Всем приветики! Хотела поделиться своим похудительным результатом. На самом деле я уже вот на сегодняшний день, сегодня утром я встала на весы и минус 2 килограмма. Ну, я вообще-то знала, что когда сидишь, это как бы не диета, а точнее, когда начинаешь считать калории, сколько ты употребляешь. У меня есть приложение, я вот высчитываю все, что я ем. У меня есть определенное количество калорий, сколько я должна употреблять в день. И вот на сегодняшний день, благодаря вот всем моим усилиям, минус 2 килограмма. И я сижу вот на этой программе меньше недели. И я рада бесконечно. Я думаю, господи, как хорошо. И самое интересное, что я полностью наедаюсь. Я обратила внимание, что я ем практически все то же самое. Ну, конечно, без сладостей. Ем все то же самое. То есть у меня такие же завтраки остались. Я только на один хлебец меньше стала кушать. И хумус, знаете, раньше хумус я там могла такой слой толстенный себе намазывать, а сейчас уже немножко меньше. И все равно я наедаюсь. То есть раньше я не обращала внимания на то, сколько я именно могу там масло съесть. Я люблю масло там с хлебцом съесть или еще что-то. Раньше я там масло могла себе такой слой. Самое интересное, что я наедаюсь. У меня нету чувства голода. Я могу... Там у меня какие-то перекусы, например, вечером я еще морковку могу съесть, и какие-нибудь помидорчики, и вообще прям вкусненько-вкусненько. Вот сегодня у меня завтрак немножко меньше, но я вам сейчас покажу. Тут просто лаваш, я его даже не поджарила. Лаваш, там помидорки и хумус. И я сделала вот себе чай с сиропом. Но почему меньше? Потому что лаваш, он намного калорийнее. Поэтому, в принципе, я должна позавтракать очень даже сытно. Вот пока вот так. Но меня радует минус 2 килограмма больше, чем то, что я наелась мороженое. Ну ладно, не буду лгать. Мороженое я тоже хочу. Но пока вот так. Пришли мы с Сашкой в Юск, да, потому что сейчас скидки на... А там, кстати, каждый месяц скидки. Ну, каждый месяц скидки на постельное белье. Нам нужен вот тоже второй комплект постельного белья, именно вот зимнего. И стоит... Мы выбрали вот этот. В принципе, есть два варианта. Этот нашего размера и вот синий вот такой. Ну, и вот этот. Ну, вот еще серый. Серый и синий. Ну, мы выбрали вот этот. Он еще внутри такие белые наволочки. Примерно вот так выглядит. Стоит 85, то есть у него скидка такая приличная. Больше 50. Ну, больше 50%, 179 стоит, да, Сушка? И большие наволочки 70 на 80 будем резать. Как всегда. Да, Сашка? Да. Режем. Может, завтра сходим, порежем. Посмотрим. Когда-то мы вам показывали мануфактуру или нет? Наверное, вечерний. Еще летом. Ну, смотрите, как красивая подсветка. Много людей.
улице серая погода. Мы вчера относили в ателье к милому дедушке. Мы уже у него второй раз наволочки. Мы покупали новое белье постельное. Ну, мы рассказывали, что тут разные размеры подушек и так далее. Короче, поэтому мы заносим наволочки. Тут они называются пошевки, если я не ошибаюсь. Вот в ателье к дедулечке. И вот я сегодня тёпаю, чтобы пойти и забрать у него пошивки. Вроде как, если мы его вчера правильно поняли, то он сказал, можно уже сегодня приходить и забирать. На самом деле там недолго делается, но у него там своей работы много. Вчера я была с Сашкой, мы в его обед ходили, а сегодня он уже работает, и обеда у него сейчас нету, поэтому я иду одна. Вот такие дела. Это наш парк возле дома. Такое озеро. Листва опала. Так тоскливо как-то, потому что все серо. Так все это выглядит печальненько немножко из-за погодки. Вот в этом ларечке мы делаем у дедушки уже не первый раз наши пошивки. Такой он уже милый, вообще добрый, всегда помогает, спасибо ему. Еще вот в этом нашем парке есть вот такой коттедж. Но я так понимаю, что это частная территория, точнее, это, наверное, вилла. Частная территория, туда вот так, попасть нельзя. Как мне кажется, там всегда закрыты ворота, но очень интересно. Мне все время представляется, что тут жил какой-то писатель. Посмотрите, такие окна, так все миленько. Но территория такая не маленькая. Только пришла домой, принесла наволочки, пошивки. И нам тут уже пришла посылка. Мы заказали мультиварку. Ну, сейчас Сашка покушает. У Сашки бранч. Да? Или у тебя обед? Обед. Он покушает, и потом будет распаковка. Итак, вот поближе покажем нашу новую мультиварку. Алехандро, тук-тук-тук. Можно вас? Здравствуйте. Будете делать распаковку? Да. Да? Спасибо. Спасибо. Что это? Мультикукер. Мультикукер. Мультиварка, да. Да. Короче, рассказывай. Просто невероятно. Дешево. 106 злотых. Всего лишь 25 долларов. Да. Короче, расскажи сразу, что мы искали дешевую. Нам-то нужна иногда в основном сделать рис, рассыпчатый, не пригоревший, на пару что-то подготовить. Сашин любимое блюдо, это он иногда делает плов. Он в мультиварке. Никогда не делал, да. Потому что не в чем. Короче, здесь нет никаких таких особых функций. Ну, знаете, просто варит, парит. И что еще нужно? Ну, я ничего такого, йогурта я тут делать точно не буду. Пироги, там еще что-то выпекать тоже не буду. Поэтому мы искали... А на сколько литров? Я чуть не вижу. На 5 литров. Ну, давай, Сашка, первая ненужная вещь. И вот так. Так люблю распаковки. Как это шуршит. Угу. Он такая легенькая. Провод, я так понимаю. Провод там внутри. На английском написано? Я думала, будет на польском. Видите, все слова на английском. Кстати, пароварка. Вот это тоже одно из важных, потому что я обожаю делать всякие котлеты, овощи на пару. Мы в Минске это постоянно делали. 2 лопатки. Какая-то маленькая. Помнишь, я вот это... она маленькая. В Беларуси это был мой любимый черпачок. Я что-то любила все мешать. Небольшая. Это просто лопатка. Так. И вот. Самая типичная мультиварка. Ну да, просто мультиварка. Просто вот так шпуньк-пуньк. Но она, честно, такая легкая. Очень тонкая посудина. Да. Ну, посмотрим. Нам не надо... в смысле, нам-то... Для нашего использования нам дорогая не нужна была. Мне нравится, что она не очень большая. Обычно посмотрим, как она в эксплуатации. Да? Она плохо всовывается? А ты же как-то вытянул. Да. Ну-ка еще раз. Не, подожди, ты же как ты крути. А как это так?
Купили, блин. Подожди, мы ж только что... Вот тут вот посмотри. Что это за ерунда такая? Она плохо совывается. Блин, это неудобно. Блин, серьезно? Чтобы ее достать, надо вот так вот? Прям сильно? Это же неудобно. Ну, царапина чуть остается. Ну, Есть, конечно, немножко. есть косяк. Мы думали... Ну ладно, может, он разойдет и подчешется, и будет потом легко всовывать. Ну, короче, вот такая распаковка. Недорогая. Надеюсь, она будет нормально работать. Сашка, ты тоже надеешься? Да. У нас тут теперь дилемма небольшая. Мы не знаем, куда поставить вот эту мультиварку. Мы думали, мы ее поставим вот в те шкафы, там много места, либо куда-то наверх. Но получилось так, что мы придумали... У нас вот эта тумбочка пустует. Мы убрали вот здесь вот эту полку у Сашки. Вот, и Сашка ее теперь наверх туда в холодос. Над холодосом поставит. Нормально закрывается? Да. Хорошее место. Скажи, мы в том шкафчике. Вообще там все. Там вы не представляете, что если открыть и полазить, там просто сплошной ужас. Ужас и кошмар. У нас там столько всего. Вот мы уже захламили все. Это кошмар какой-то. Ладно, давай ставь мультиварку. Влазит. Давай, вот этого. Кстати, хотела сказать, ну, видно, конечно, что он такой простенький, из такой пластмассы, такой вот дешевенькой. Но Сашка сказал, что он читал комменты. Ну, по отзывам просто там всех устраивает. В принципе, понятно, что будет все что-то делать. по своей цене это оценивают, они... Да, ну именно по цене. Ладно. Добротно. Да. Понятно, что в Беларуси у нас было Как бы покупать, лучше. потом возиться Да. с ней. Может, и... Может, и не надо. Ладно, все, ставь. Сашка. И туда теперь надо барахло, все остальное как-то вместить. О, идеально. А теперь туда положи вот это вот все положи. Это вперед. Куда-то, да, недалеко. Потому что я вот на те полки положила всякую там фольгу и всякое такое. Ну-ка вот сюда недалеко. А, ну да, в принципе. Ну все, шистка. А, и вот эти вот варежки давай, положи. Указываю Сашке, что делать. Давай. Ну, Сашка, это вообще беспредел. Да кто так кладет? Ой, все надо самой делать, понимаете? О, вот так. Ну, нормально. Завтра я попробую что-нибудь приготовить в мультиварке и первый отзыв расскажу, да? Я обожаю смотреть на ютубе такие ролики, где девушки там убираются, меняют постельное белье. Подумала, почему бы не повторить. И тоже сейчас буду менять наше постельное белье. У нас сейчас вот такое в полоску. Оно очень классное. Мы его купили в Юске. Но оно очень качественное. Мы его на скидке взяли, а до этого было не на скидке. Но я думаю, на скидке мы его взяли, если честно. Точно цену не помню, где-то около 70 злотых, да? 65. 65 злотых. Вот Сашка помнит. Сатин. И это сатин, да? И это сатиновая постель, очень приятно спать. Просто божественно. И в этот раз мы купили, оно стоило 70, да? 85. 85 злотых. И оно вот такое двухстороннее, серое и беленькое. Будем менять на него. Но по поводу наволочки я вам уже все рассказала. Все, мы поменяли. Сашка мне помогал, потому что очень большой пододеяльник, и неудобно там стенка, и неудобно самой простынь стелить. Она еще на резинке, и нужно ее как-то поддеть под матрас. И получается у нас вот так. Беленькие подушки и вот такой
такое двухцветное одеяло. И простынь мы попали уже... это простынь была. Эта простынь тут была, нам оставил хозяин, он такого неподходящего цвета. Но эта простынь больше подходит под второй комплект белья. А белую простынь мы будем стирать. Поэтому, вот так вот аккуратненько. Ой, как я люблю менять постельное белье. Вообще класс. Сразу так хочется прям туда лечь, помыться и улечься. Все, ну а теперь пледом, а старое буду стирать. А у нас сегодня очень классный день. К нам приехали ребята, с которыми мы познакомились в интернете. Они уже к нам приезжали один раз через вот этот блок. Вот этот. Вот это. Да, вот этот вот. Мы познакомились с ними, они к нам уже один раз приезжали, но они тогда постеснялись, не захотели показать. А сейчас мы их уговорили. Так что сейчас их покажем. И выпытаем у них пару вопросов. Я уверена, что будет интересно. Да, Саша? Конечно. Вот эти ребятушки. Посмотрите, какие они душечки хорошенькие, красивенькие, вот такие лапусечки. Да, и мы угощаем их сушами, домашними сушами. Когда они сделают, тогда... Ну да, мы их еще и не сделали, но вот собираемся. Вот такой у нас набор. Вот, ребятки, мы сейчас вам позадаем парочку вопросов, потому что нам очень сильно интересно. Итак, ребятушки, представитесь, расскажите о себе, откуда, как попали в Польшу, какие-то подробности. Ой, сразу так. Настя и Никита. В общем, да, я Настя, она Никита. И мы вместе приехали из России в Польшу для поиска более интересных впечатлений, больше свободы и новых знакомств. Польша обалденная страна. На самом деле она очень приятно так удивила. Да. Потому что изначально у нас были ассоциации по поводу Польши, что она немножко имеет оттенок Советского Союза, там нечто похожее на Россию. Ну, типа Россия, которая получилась, но все-таки Россия. Когда мы сюда приехали, мы прилетели в Варшаву, и из Варшавы ехали в Краков. И вот пока ехали, посмотрели, что нет. Очень даже сильно отличается. Наверное, Польша – это больше Германия, чем Россия. Вот наше первое впечатление такое. Очень много исторических зданий, очень много памятников, все в брусчатке, прекрасные дороги, очень классный общественный транспорт вообще везде. Велодорожки везде. Везде, всюду велодорожки, уйма велосипедистов, все катаются на самокатах, на великах, это вообще абсолютно нормально, возят детей, продукты, товары, собак, все на великах делают. Как давно вы уже приехали? Вопросы с квартирой как решали? Может, еще какие-то официальные дела? Да, кстати, сегодня ровно месяц, как мы приехали. Классно. 6 число. Вот, ровно месяц. Успели уже... Значимая. Что мы успели? Да мы за первый месяц примчались, начали искать квартиру, начали делать песел, по-моему, это так называется. Это что-то вроде... номера... В России это, если вместе объединить ИНН и СНИЛС, это что-то вроде такого социального номера человека. Вот он здесь нужен вообще на все, чтобы купить сим-карту, чтобы где-то зарегистрироваться, чтобы пойти к врачу, чтобы поставить там какую-нибудь прививку, ту же самую. Вот вакцину мы еще успели, кстати, сделать за этот месяц. Сегодня вторая прививка, второй чип плечо вколот. Да. Все, теперь По ощущениям он меньше, чем первый. Да, первый чип был очень такой большой. Не, на самом деле вакцина вообще прошла прекрасно. Были ли какие-либо последствия? Что вы чувствовали вот такое? Есть... Ну, температура вот у кого там. На следующий день после вакцины была температура такая, как будто бы предболезненное состояние, наверное, как будто вот ты заболеваешь гриппом. Да, как когда устаешь, когда вот начинает вот это вот поламывать немножко организм. Ну, это у Никиты было, меня, у Насти. А у Никиты было просто болела рука. Вот и все, потому что был слишком большой чип. В России такие имена дают. Краков обалденный город, просто это любовь с первого взгляда. Мы когда вышли из поезда, это уже была полночь, город вообще пустой, поляки ночью спят, это не как в Москве, где постоянно движ, Париж и суматоха. Нет, мы вышли, ни одного человека нет на улице, легкая дымка, ну такой легкий туман. И фантастически классные исторические здания. Вот что-то вроде Петербурга, но... Только лучше. Да. Только отреставрированный. Только вот он чистенький, вылизанный, аккуратненький, прям вот ни бумажечки, ни какого-то пятнышка лишнего. Кстати, по поводу какашек. Мы нашли 1,5 какашки в Кракове. Да. На весь Краков мы нашли только 1,5 какашки за месяц. По поводу поиска квартиры мы были приятно удивлены тем, что нет каких-то предрассудков как по поводу того, что мы приезжие. То есть в Москве приезжему снять квартиру – это
непросто. А если он славянин и в Еще России норм. живет, да, то еще норм. Если же он не славянской внешности, то это проблемы. А мы вообще не говорим по-польски, мы ничего не знаем на польском языке. Мы Мы- очень, да, плохо говорим по-английски, Но... но каким-то чудом... Всем было норм. Да, Поляки всем на было это нормально. смотрят нормально. У них, вот те поляки, которые нам встречались, у них позиция такая: ты месяц в Польше, ты не можешь за месяц выучить польский язык. Окей, типа, я это понимаю. И вместо того, чтобы нас заставить говорить на польском, они сказали: у меня есть знакомые с Украины, кто-то нам говорил, у нас есть знакомые из России, у кого-то знакомые из Беларуси, находят русскоговорящих и говорят: вот мы можем общаться с вами через этих людей. Вот у собственника, у которого мы сейчас снимаем квартиру, у него как раз жена, она говорит по-русски. Я не знаю, откуда она, может быть, наша землячка, может быть, нет, но она знает русский язык, и с ней можно заболтаться. Да, но пообщаться. снимали мы без нее, поэтому пришлось выкручиваться на английском. Да. Ну, на удивление, да, без языка получилось все снять, без каких-либо недосказанностей. У нас было пару раз, когда мы снимали квартиру в России, что было не совсем честно. Какие-то раз. моменты умалчивались в договоре, где-то там что-то не возвращалось, хотя должно было. Короче, депозит нам не возвращали. Нам вернули за все время, там, лет за 10 съемных квартир, пока мы там в России жили, нам депозит возвращали дважды. Один раз было, что у нас просто забирали договор, там женщина его забрала, начала рвать, типа, я не хочу отдавать депозит и не буду, ля-ля-ля. Ну, ничего страшного, это частный случай. Здесь как это все дело работает? Мало того, что у тебя 100% есть договор на квартиру, ты еще оплачиваешь коммунальные платежи, саму квартиру на банковский счет, на банковский аккаунт, плюс ты еще прописываешься в этой квартире. То есть вот номер, песель, который нужен, его без прописки здесь получить, наверное, сложно как-то. Ну, мы не знаем, как его Может, получить. без возможно, но прописки. нам говорили, что нет. Ну, то есть надо сделать прописку, и вы получите песель. Да, зарегистрироваться здесь обязательно нужно. Государству все равно. Хозяин хочет вас прописывать, не хочет прописывать в этой квартире. Вы получаете квартиру и идете прописываетесь. Короче, как-то в Польше там кидать людей на недвижимость, нам кажется, очень сложно такое сделать. Там, чтобы у кого-то там не вернуть депозит или плохо обращаться с жильцами. Пока еще с этим никто не сталкивался, ни из наших знакомых, ни мы, слава богу. Массу форумов перечитали для того, чтобы понять, как там примерно строится деловое общение. И практически, да нет, на самом деле вообще нигде не видел, чтобы кто-то писал, что меня кинули поляки, они такие плохие, ля-ля. Нет, очень даже честные и правильно Да, сотрудничают перед со всеми. арендой квартиры мы списывались с риэлтором. Он отправил нам договор на 2 языках, польский и английский. Мы, естественно, его перевели, почитали. Никаких там подводных камней, каких-то еще что-то, этого не было. Все в открытую. И даже то, что мы просили внести какие-то изменения по договору, он это тут же внес, и уже навстречу он пришел уже с обновленным договором. Да, Ну, то есть вообще без проблем. изменения в договор в России нам ни разу не получилось внести. То есть собственники говорят, вот такой договор и все. То есть если тебе не нравится что-то, то вот договор не меняется. Здесь даже возражений не было. Типа, окей, не понравился этот пункт, хорошо, мы его типа убираем. Не вопрос, его не будет. Мы не говорим, что везде в России так. Может быть, просто нам так повезло. Можно сказать по поводу языка. Мы вот общаемся со всеми на английском языке. Ну, в Кракове. В Кракове очень... Ну, Краков очень туристический город, и, в принципе, там легко общаться с местными на английском языке. Польский мы не знаем. Я немножко его понимаю, потому что еще какая-то память там от белорусского языка у меня осталась. Не сказал, я родился в Беларуси. И самое что прикольно, не знаю, как так все совпало, судьба, наверное, имеет классное чувство юмора. Но вот Оля и я, мы из одного города, оказывается, из города Могилева, из Беларуси. Так это... И ладно, мы из одного города, мы еще с одной улицы. Ну, типа, как такое возможно? И нашлись вот чудом просто в Польше. Как-то мы нашли канал ребят на Ютубе, случайно просто искали что-то про Польшу. Там, про Полон Бизнес Харбор. Да. Мы забили Полон Бизнес Харбор, и сразу появился их видос. Мы такие, типа, класс, надо смотреть. Все подробно рассказали. И нам так понравилось, что они такие
милые. Пусть. Да. Можно останавливаться. Ой, это уже это, как Вот. говорится. Ну, я бы советовала, если хотите приезжать, то, ну, какой-то язык надо знать все-таки. По-любому, Либо ребят. английский, либо польский, потому что нереально тяжело. Морально. Вот если кто-то из Украины или из Беларуси, то еще поляка можно понять, если он будет говорить медленно. Я вообще из Сибири, поэтому Вообще. просто не алло. Вот для него польский звучит типа и все, типа одно длинное пше. А мы попали в Польшу по визе для IT-специалистов. Это специальная программа для рабочей визы. Poland Business Harbor называется. Как и ребятушки тоже не по этой программе сюда попали. Программа обалденная, она дает визу на год с возможностью работы без разрешения на работу. То есть можно получить эту визу, приехать в Польшу и спокойно уже устраиваться. И все. То есть не нужно какие-то дополнительные бумажки делать. Плюс это мультивиза, то есть можно спокойно возвращаться домой к родственникам, там, на праздники, и можно спокойно путешествовать по Шенгену с этой визой. Мы как раз собираемся в декабре под Рождество поехать кататься по Германии немножко. Классный план. Идеально. Я работаю на московскую фирму, она в Москве находится, я работаю как бы удаленно. Здесь есть в Польше несколько вариантов, чтобы сотрудничать с такими компаниями. Можно просто продолжать работать в штате на фирму в России, оставаясь там российским резидентом. Либо можно здесь открыть свое ИП, вот как раз по программе Poland Business Harbor, это можно делать. Либо можно пойти в бизнес-инкубатор, там открыть как бы свой аккаунт, арендовать место в бизнес-инкубаторе, я не знаю, как, может, ребята подробнее расскажут про бизнес-инкубатор как-то. Короче, бизнес-инкубатор такая штука, где можно, не открывая юридическое лицо, получить все плюшки юридического лица. То есть у тебя будет свой счет, у тебя будет возможность заключать контракты с другими фирмами. Ты как бы бизнесмен, но собственной компании у тебя нет, и это типа тебе не нужно. Можно работать через бизнес-инкубатор со своими работодателями, которые остались дома. Они будут платить деньги бизнес-инкубатора, а бизнес-инкубатор будет эти деньги отдавать тебе. Это очень классная штука, потому что потом таким способом легко получить вид на жительство здесь. Мы, наверное, думаем двигаться в этом направлении, но пока думаем еще. И напоследок хочу еще спросить о магазинах, продуктах, вкусняшках. Это самая актуальная тема этого канала. Наконец-то мы дождались этого вопроса. Да, мне кажется, с ребятами бы сошлись на этой теме. Никакие не визы, не путешествия, что-то вкусняшки. Вкусняшки просто. В Польше такие классные сладости. Вот фирма Видель – это все. Я полностью принадлежу этой компании. Всем вкусняшкам, которые они выпускают. Печеньки, шоколадки, пончики. Все, они делают все на свете, все делают просто невероятно вкусным. В каждом магазине продается что-то от Виделя. Наш фаворит – это пончики с шоколадом. Да. И Птичье молоко. птичье молоко, да. Ой, правда. Млечко пташье. Как-то так. Спасибо за ваши рассказы, опыт. Возможно, кому-то это будет полезно, потому что чуть другой взгляд на ситуацию, на переезд. Потому что у нас своя ситуация, у вас своя. И чем больше мнений, тем лучше. На улице уже темно, и только сейчас мы доделали суши. Ребятам уже скоро уезжать. Это не Настя. Настя? Никита. Никита? Настя. Вот теперь. Да. И это... короче, вот сейчас садимся, кушаем. Все, приятного аппетита. О, папа, мы тут на вокзале провожаем уже. Ребят, Ребят, машина. Prosimy zachować ostrożność i nie zmuszać się do Лайки, Вообще. подписка, колокольчик. Все, вот это обязательно.